Однажды днем, когда Руслан ехал в переполненном автобусе, он заметил нечто тревожное – молодую девушку, подававшую слабый сигнал бедствия. Он и не подозревал, что это наблюдение приведет к цепочке событий, которые навсегда изменят его жизнь. В тот суматошный день Руслан ехал на работу в автобусе, мысленно готовясь к еще одной продолжительной смене в закусочной. Он надел наушники, пытаясь найти небольшую передышку в суматохе повседневной рутины. И все же, когда он осматривался в автобусе, его внимание привлекло нечто необычное. Это был высокий мужчина, сидевший в нескольких рядах от них. Мужчина был одет в кричащий наряд, который резко контрастировал со скромной одеждой других пассажиров. Рядом с ним сидела молодая девушка, поразительно похожая на него. Любому было ясно, что они родственники, как отец и дочь. Однако девочка выглядела несчастной и подавленной. Она держалась поближе к отцу, но выражение ее лица было меланхоличным. Руслан внимательно наблюдал за ними, чувствуя, что что-то не так. Глаза мужчины были прищурены, а рот подергивался, как будто он находился под воздействием запрещенных препаратов. Несмотря на броский наряд, его поведение было напряженным. Он часто оглядывался по сторонам, как будто кого-то искал. Девушка тем временем казалась слишком подавленной, чтобы вступать с кем-либо в контакт. Она просто сидела тихо, уставившись в землю. Когда автобусная остановка, к которой подъезжал Руслан, приблизилась, девушка внезапно встретилась с ним взглядом. В ее взгляде была мука, как будто она молча молила о помощи. Когда ее отец на мгновение отвлекся от окна, она совершила неожиданный поступок. Девочка дотронулась до своей шеи и нежно сжала ее. Руслан почувствовал, как сильно забилось его сердце, когда он попытался осознать серьезность этого жеста. Обеспокоенный безопасностью девушки, Руслан не решался сойти на своей остановке, но в конце концов решил проследить за ними, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Он проследил за ними до закусочной, наблюдая, как страдания девушки продолжаются и усиливаются. Не зная, что делать, он решил понаблюдать за ними и посоветоваться со своими коллегами, как только приступит к работе. Менее чем через 30 минут произошло поразительное событие. К удивлению Руслана, тот же мужчина и его дочь вошли в закусочную, где он работал. Глаза Руслана расширились от шока, когда он увидел их. Девушка была одета более роскошно, что наводило на мысль о том, что мужчина взял ее с собой за покупками. Руслану показалось странным, что эти элегантно одетые люди до этого ездили на автобусе. Теперь, когда они направлялись в высококлассный ресторан, что-то показалось им не так. Руслан внимательно наблюдал за парой, пока тот шел к их столику. Мужчина заказал обильное угощение, без труда перечисляя блюда из меню. Руслан также отметил, что мужчина расплатился новенькими купюрами. Несмотря на обильное угощение, ни мужчина, ни девушка не проявили аппетита. Мужчина часто выглядывал в окно. Его взгляд быстро перемещался, как будто он кого-то искал. Напротив, девушка оставалась тихой и меланхоличной, просто поигрывая тарелкой и кухонными принадлежностями. Когда Руслан приносил им напитки, он поймал взгляд девушки. Она посмотрела на него с меланхоличным выражением, которое глубоко взволновало его. В ее взгляде было безмолвное страдание, как будто она снова искала помощи без слов. Когда мужчина снова переключил свое внимание на улицу, девушка сделала жест, который встревожил Руслана. Это был сигнал, который она использовала в автобусе. Она нежно обхватила себя за шею, что было явным признаком того, что ей угрожает опасность. Пульс Руслана участился, пока он переваривал эту сцену. Он понимал, что должен действовать, но не был уверен в дальнейших действиях, что заставило его обратиться за советом к коллеге. Он тихонько отвел коллегу в сторону и поделился своими наблюдениями. Выражение лица его коллеги стало серьезным, когда он посмотрел в сторону столика, за которым сидели мужчина и девушка. Они оба согласились, что необходимо принять меры, что побудило их поговорить с менеджером о возникшей проблеме. Управляющий, суровый человек, дороживший высокой репутацией ресторана, скептически посмотрел на Руслана,
выслушав его опасения. Услышав рассказ, он встал и стал наблюдать за мужчиной и девушкой из окна своего кабинета. После недолгого наблюдения он решительно отмел опасения Руслана. Однако Руслан счел, что менеджер не хотел беспокоить клиента, совершившего столь крупную покупку. Он также подумал о негативной реакции прессы, которая могла бы возникнуть, если бы власти были вызваны по сомнительным основаниям. В результате менеджер посоветовал Руслану прекратить это дело. Заведение не могло позволить себе оттолкнуть клиента, который вносил значительный вклад в их доходы. Руслан нерешительно согласился, но его дискомфорт от сложившейся ситуации не исчез. Он наблюдал за девушкой, которая теперь казалась еще более расстроенной, в то время как мужчина пытался поднять настроение шуткой. Ее безразличие к беззаботным попыткам отца только усилило беспокойство Руслана. Когда отец снова уставился в окно, девочка поймала взгляд Руслана и быстро провела пальцем по горлу, что стало еще более настойчивым и тревожным жестом. Руслан больше не мог сидеть сложа руки. Зная, что его менеджер ничем не сможет помочь, он незаметно вышел в заднюю часть здания, чтобы связаться с полицией. Он подробно описал оператору критический характер ситуации и сообщил местонахождение ресторана. Закончив разговор, Руслан предстал перед леденящим душу зрелищем. Мужчина и девушка уходили. Он наблюдал, как менеджер попрощался с ними с улыбкой, вероятно, под влиянием солидных чаевых, которые оставил мужчина. Отец и дочь сели в такси и уехали, что заставило Руслана почувствовать себя беспомощным. Вынужденный действовать, он быстро запомнил номерной знак такси. Через 10 минут прибыли сотрудники правоохранительных органов. Столкнувшись с полицией, менеджер был в ярости из-за того, что Руслан проигнорировал его распоряжение. Он поспешно попытался убедить полицейских, что все в порядке, настаивая на том, что беспокойство было преувеличено, и это было просто нормальное взаимодействие между отцом и его дочерью. Тем не менее, другие официанты подтвердили замечания Руслана. Они поделились своими наблюдениями о странном поведении мужчины и явном расстройстве молодой девушки. Это побудило полицейских глубже разобраться в деле, записав у Руслана описание мужчины и номерной знак такси. Они заверили персонал, что тщательно расследуют инцидент. Однако, как только полиция уехала, менеджер сделал Руслану строгий выговор. Он был крайне расстроен и пригрозил уволить Руслана, если тот еще раз примет подобные решения. Он подчеркнул важность недопущения драмы в ресторане и необходимость того, чтобы Руслан прислушивался к инструкциям. Руслан молча вынес выговор, но в глубине души был уверен, что поступил правильно. Его интуиция четко указывала на то, что что-то не так, и он надеялся, что власти докопаются до истины. После выговора коллеги Руслана собрались вокруг него, ободряюще похлопывая по спине. Он был любимцем как персонала, так и клиентов. Его ценили за приятное поведение и готовность превзойти ожидания. Клиенты обращались к нему по имени, а коллеги уважали его умение элегантно справляться со стрессом, связанным с работой. Несмотря на критику со стороны менеджера, его коллеги отмечали высокие показатели его работы. И все же, несмотря на свой жизнерадостный вид, Руслан молча переносил трудности. Совмещая учебу и работу, будучи студентом-заочником, он столкнулся с плохой успеваемостью из-за изнурительной работы, необходимой для того, чтобы прокормить свою семью. Поскольку его мать боролась с тяжелой болезнью, требовавшей дорогостоящего лечения, а отец был неудел, Руслан взял на себя заботу о матери и младших братьях и сестрах. Однако на его лице никогда не отражалась тяжесть ответственности. Он сохранил свой профессионализм, решив, что личные проблемы не повлияют на его трудовую этику. Однако профессионализм Руслана не помешал ему вмешаться, когда он заметил, что кто-то подвергается опасности. В оставшиеся рабочие часы он был занят тем, что прокручивал в голове разговор молодой девушки и мужчины в ресторане, убежденный, что она сигнализирует об опасности. Он надеялся, что его инициатива обеспечит ее безопасность и что правоохранительные органы докопаются до истины.
На следующий день Руслан с облегчением услышал звонок от офицера полиции, который посетил ресторан и подтвердил, что расследование продолжается. Он успокоился, зная, что власти занимаются ситуацией. Этим инцидентом сейчас занимаются детективы Джанет и Оскар, ветераны, имеющие опыт в раскрытии дел о пропавших детях. Их офис был украшен фотографиями спасенных ими детей и благодарственными письмами от благодарных родителей. Получив подробную информацию о молодой девушке из ресторана, детективы определили приоритетность расследования, учитывая срочность отправленного ею сигнала бедствия. Они связались с водителем такси, который доставил мужчину и его дочь, и узнали адрес, по которому их высадили. Расследование привело их к Люку Гауду, проживавшему по этому адресу. Хотя 6 лет назад Люка обвиняли в мошенничестве, что привело к судебному разбирательству, в ходе которого он не был заключен в тюрьму, это стало ключевой уликой в раскрытии дела. Эта деталь сразу же насторожила следователей. Им также показалось странным, что Люк приехал из соседнего города просто для того, чтобы пообедать в местном ресторане. Детективы Джанет и Оскар сочли необходимым провести более тщательное расследование. Получив разрешение от властей родного города Люка, они решили посетить его резиденцию. Когда Люк открыл дверь, он был явно озадачен их присутствием. Джанет и Оскар представились и рассказали о цели своего визита. Они пришли, чтобы расспросить о его дочери. Люк отреагировал растерянно, заявив, что его приняли за кого-то другого, поскольку у него не было дочери. Однако детективов его опровержение не убедило. Они показали ему записи о рождении, которые доказывали, что у него действительно была дочь по имени Жанна. Пойманный на обмане, Люк быстро изменил свое объяснение. Он предположил, что усомнился в их легитимности как правоохранительных органов, что объяснило его первоначальную реакцию. Затем он упомянул, что его дочь и жена путешествуют по Мексике, и даже предложил показать им билеты на самолет, забронированные на их имена. Это резкое изменение в его рассказе только усилило подозрения детективов, подтвердив их уверенность в том, что он что-то скрывает. Они попросили обыскать его жилище, но он отказался. Без ордера на обыск они не могли продолжить расследование. Детективы вернулись в свой офис, полные решимости активизировать свои усилия по установлению истины. Они незамедлительно запросили ордер на обыск и установили наблюдение за домом Люка, надеясь зафиксировать любую необычную активность. Их настойчивость принесла свои плоды, когда они стали свидетелями того, как мужчина и молодая девушка, соответствующие представленным описаниям, вошли в дом Люка поздно вечером. Дом Люка казался ничем не примечательным, сливаясь с другими домами в квартале, но общение девочки с отцом вызвало дополнительные опасения. Девочка, несмотря на комфортную обстановку, выглядела подавленной и побежденной. Она проводила дни дома, часто занимаясь чем-то в одиночестве. Например, смотрела телевизор или читала. Люк ходил только в магазин и держался на расстоянии от других. В какой-то момент соседи попытались вступить с ним в контакт, но он оставался в стороне. Детективы также отметили, что Люк получал многочисленные посылки, в основном детскую одежду и игрушки, которые доставлял почтальон. Наблюдая за этими признаками изоляции и секретности, детективы почувствовали обоснованность своих опасений. Получив, наконец, ордер на обыск, они приготовились действовать. Их план был тщательно скоординирован, чтобы избежать потенциального вреда для девочки. Однажды рано утром они прибыли в резиденцию Люка, предъявив ордер. Люк отказался сотрудничать и попытался помешать им войти. Однако, как только они представились и объяснили свою миссию, они проникли в дом. Их обыск выявил причастность Люка к мошенничеству и его финансовые трудности, но, что еще более тревожно, они обнаружили документы, указывающие на то, что он использовал несколько личностей, намекая на более глубокий обман. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств на тот момент, детективы не сдавались. В последующие дни их настойчивость принесла свои плоды. Они обнаружили запись с камер наблюдения в соседнем магазине,
на которой видно, как девушка одними губами произносит «помогите мне», в то время как Люк на мгновение отвлекся. Эта запись стала ключевой уликой, убедившей детективов, что они на правильном пути. Столкнувшись с этим доказательством, Люк не выдержал и признался. Он признался, что похитил Жанну из ее родного города, движимый извращенной верой в то, что она сможет заполнить пустоту, образовавшуюся после того, как его семья отдалилась друг от друга. Он настаивал, что никогда не причинял ей вреда и намеревался обеспечить ее. Несмотря на его заявление, сотрудники правоохранительных органов разгадали его притворную озабоченность и поняли, что он заблуждается. Пока детективы готовились арестовать Люка, Жанну отвезли в безопасное место. Она воссоединилась со своей матерью, которая отчаянно искала ее в течение нескольких недель. Мать Жанны, заплаканная и потрясенная, поблагодарила детективов за их самоотверженность. Сама Жанна выразила благодарность Руслану, который осознал ее горе и принял меры. Она рассказала, что узнала о сигнале бедствия из онлайн-ролика, посвященного технике безопасности, и никогда не думала, что однажды ей понадобится его использовать. Позже Руслана чествовали на общественном мероприятии, где он получил признание от полицейского управления за храбрость и быстроту мышления. Хотя Руслан и преуменьшал свой героизм, настаивая на том, что просто следовал своим инстинктам, общество почитало его как героя. Это испытание оказало значительное влияние на жизнь Руслана. Его решимость помочь Жанне возродила в нем страсть к карьере в правоохранительных органах. При поддержке детективов и своих коллег он начал изучать криминологию. Несмотря на то, что путешествие было непростым, Руслан был движим новообретенной целью. Благодарность Жанны и ее матери, а также поддержка сообщества укрепили его решимость. История Руслана стала свидетельством силы бдительности и сострадания. Его действия не только спасли Жанну, но и вдохновили других оставаться внимательными и мужественными перед лицом невзгод. Этот опыт научил Руслана, что даже в самые мрачные моменты один единственный акт доброты может кардинально изменить ситуацию. Если вас вдохновила эта история, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать больше невероятных историй. До свидания.